В этом видео мы не будем разбирать тему, была ли высадка на Луне человека или нет. Для нас более важен вопрос, почему за такой большой промежуток времени больше нет данных о новых полетах человека к спутнику. Прикладная наука идет вперед, совершенствуются технологии, полученные цивилизацией в начале 20 века. Илон Маск рассказывает о полетах к Марсу, и вроде бы на первый взгляд все идет нормально. Но так ли это? Что именно не так? Мы попытаемся разобраться в этом видео. А сейчас время, чтобы подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов. Думаю, практически всем любителям астрономии известны три основные проблемы космических полетов за пределы нашей Земли. Такими проблемами являются радиация, давление и гравитация. Пишите в комментариях, какие, по вашему мнению, есть проблемы полета человека за пределы Земли. Интересно ваше мнение, а мы продолжаем разбирать тему. Помимо перечисленных трех основных проблем, есть еще одна, которая намного серьезней, но о ней мы поговорим в конце этого видео, и вы узнаете, что скрывают от нас ученые. С того времени, как были предприняты и выполнены первые полеты к Луне, прошло уже очень много времени, более 50 лет. И мы на данный момент имеем только надежду на то, что человек освоит Луну, а миссии НАСА все время отодвигаются. Почему так происходит? А ведь Луна не так далеко, как Марс или тем более другие космические объекты. Сомневаюсь, что верно будет рассуждать, что ученые не хотят полететь к Луне. Думаю, хотят, и очень даже сильно. Тот же Илон Маск с огромным удовольствием бы прикарманил себе территории нашего спутника. Думаю, он мечтает, чтобы его компания SpaceX могла совершать полеты к космическим объектам. Только одного желания в таком вопросе недостаточно. И дело не в финансировании. Денег, как вы понимаете, очень много на планете, и их количество регулярно пополняется центральными банками мира. Была бы возможность, деньги найдутся. Что же сдерживает высадку человека на Луну? С некоторой натяжкой можно сказать, что технологии. Анализируя, с помощью каких технологий мы пытаемся покорить космос, можно сделать вывод, что прогресс не сильно идет, если рассматривать именно применение новых технологий. Мы все так же используем сжигание топлива, а новые разработки типа ионных двигателей никак не придают надежды. Для меня лично совершенствование известных технологий не является научным прогрессом, хотя прикладная наука очень сильно преуспела. Тот же космический двигатель Аполлона и современные ракеты SpaceX технологически не отличаются, они отличаются исполнением, качеством сжигания топлива, размерами, управляемостью. Сразу возникает встречный вопрос, а именно, почему за последние 50 лет не появилось новые технологии для полета в космос? Это отдельная тема, думаю, по ней можно снять отдельный ролик. Здесь можно заметить то, что современная наука пришла к тому, что не способна создать новые технологии. Как такое вообще получилось, нужно разбираться. Можете поискать в интернете статьи Нобелевского лауреата Луи де Бройля, который посвятил много времени изучению данного вопроса. Все же, двигатель с ракетным топливом может доставить человека к Луне и вернуть обратно. От радиации можно сделать экран, да и гравитацию можно тем же двигателем победить. Так в чем же на самом деле проблема полетов к Луне? При первых полетах человека к Луне была выявлена самая большая проблема, которой современная наука с устоявшимся мировоззрением не может дать объяснение. Эта проблема заключалась в том, что астронавты утрачивают способность анализировать информацию, логически мыслить и фактически перестают быть людьми разумными. Появляются только животные инстинкты, которые заложены в ДНК и находятся в самом организме. Как вы уже понимаете, такой человек не может управлять сложной ракетой в космосе. При возвращении к Земле все становится на место, и разум возвращается. Можете поставить видео на паузу и написать в комментариях свое мнение, почему так происходит. Мы настолько связаны с нашей планетой, что не можем без нее мыслить. Почему именно так? И вообще, как это работает? Проблема в том, что ученые не имеют понимания, как устроена наша планета, по каким программам она работает. Это приводит к тому, что мы не можем полететь к Луне и другим планетам. Если вы человек интересующийся и хотите узнать, как устроен этот мир, приглашаю вас на базисный курс нашей новой научной школы, в процессе изучения которого вы узнаете, при каких условиях и какими технологиями
Люди могут путешествовать к другим планетам, а возможно и к другим галактикам. Ссылку на анкету-заявку оставлю в описании к этому видео. С вами был Сергей Шутяк. Благодарю за просмотр. До скорой встречи.